Модель телефона Samsung Galaxy G7 G730. Стекло и дисплей без видимых повреждений. Есть реакция на нажатие по дисплею, чувствуется виброотклик, но нет изображения. Будем разбирать. Ставим сепаратор на 80 градусов. Будем нагревать примерно 2-3 минуты, чтобы размягчить клей. Открывать будем с помощью защитной пленки. Салфетка шла в комплекте с пленкой. Мы будем использовать ее для очистки дисплея от остатков клея. Для размягчения клея используем 530 очиститель. Жидкость нельзя использовать на телефонах с подсветкой. К примеру, на моделях G330 и G570 стоит подсветка. Придерживаем кнопку Home, чтобы пленка прошла под ней. Смачиваем жидкостью, если плохо проходит пленка. Делаем все аккуратно, не торопясь, не делая резких движений. Пропускаем пленку с обеих сторон. Примерно с этого места начинается шлейф. Возле него сильно не дергаем. Проходимся аккуратно по верхней части. Пленку не засовываем слишком глубоко. Чтобы не повредить слуховой динамик, используйте поменьше жидкости. Здесь видны следы окисления. Попробуем решить проблему, прочистив окисление растворителем 646. Чистка не всегда помогает. Примерно в 80% случаев приходится заменять шлейф.
Зажимаем три кнопки: уменьшение громкости, питание и Home, примерно на 15 секунд. Изображения все еще нет. Разберем телефон и прочистим плату. На плате нет видимых следов окисления. Видимо, вода повредила только шлейф. Попробуем еще раз включить телефон. Чувствуется вибрация, но изображения все так же нет. Снимем стекло и посмотрим под ним. Нагреваем примерно 3 минуты при температуре 80 градусов. Шлейф полностью окислен. После чистки еще раз пробуем включить. Есть вибрация, но дисплей не включает. Будем менять шлейф. Ставим на сепаратор при 80 градусах. Аккуратно отклеиваем. Очищаем поверхность от старого клея.
используем клей AC7813. Проклейка происходит под высоким давлением при температуре 280 градусов. Осталось проверить телефон на работоспособность. Во многих мастерских не станут заморачиваться и просто заменят дисплей, потому что это во много раз легче. Замена шлейфа стоит в 3 раза дешевле, а самое главное, останется оригинальный дисплей.